За поддержку канала большое спасибо двум его спонсорам Антону и Ананасику, двум чумбам-богам. Я приветствую тебя, Чумба, с тобой Рабаши. Кибуцуджи Мудзан, не побоюсь этого слова, слабейшее звено всей истории клинка, рассекающего демонов. На фоне главного антагониста серии такие демоны, как Акушиба, Аказа, да даже Даки и Гютара выглядят целостными, логичными, более крутыми и, как бы странно ни звучало, несчастными, ибо именно горе и несправедливость объединяет их вместе, логично объясняя причину становления демонами. В Мудзане же нет ничего. Его история слабо раскрыта, он не вызывает ненависти в зрителей, чувства, которые испытывают к нему охотники на демонов, также выглядят клишированно. Мудзан буквально является пятном всего произведения, обделенный силами, временем, логикой. Но данный ролик не будет неизданным хейт-разбором на него, хотя он этого заслуживает, если честно. Я постараюсь хоть как-то морально или логически подвязать его мотивацию к сюжету, буквально впихнуть его в историю и попытаться хоть немного заставить вас понять этого сырого во всех смыслах персонажа. Иначе говоря, я вновь доделываю всю работу за автора манги. Перед просмотром рекомендую подписаться на основной канал на ютубе, группы ВК и Telegram, куда я скидываю процесс работы и даю спойлеры по следующим видео. Приятного тебе просмотра, я начинаю. Кибуцуджи в произведении выступает в роли абсолютного зла, по крайней мере именно таким его пыталась показать в итоге. Он был рожден в клане Убуяшики, которые славились своей проницательностью и острым умом с пониманием других. Однако эти черты он использовал в своих кошмарных целях для манипуляции людьми, но об этом чуть позже. Вся мотивация мудака, на мой взгляд, лежит не в его детстве, а в моменте с его рождением. Его сердце останавливалось несколько раз еще когда он был в утробе матери. Когда она его все-таки родила, все посчитали его мертворожденным. Что удивительно, Мудзан был из тех детей, которые сохраняют свои воспоминания аж с самого рождения. Ибо он описывает те моменты как полноценное поле боя за жизнь. Цитирую: «Я боролся, я сражался, чтобы закричать в первый раз». Он буквально был рожден с мыслью: «Меня сейчас убьют, если я не дам отпор». Дальнейшее его детство напоминает предысторию Руи, ибо именно с ним одним Мудзан мог ассоциировать себя самого. Руи также был болен с самого детства. Он также убил собственных родителей и сожрал их, и также именно ему было дозволено делиться своей кровью для обращения других людей в демонов. За всю историю манги инициировать процесс демонизации позволяло сделать только высшим лунам, но никак не низшим, тем более с передачей сил. Это был единичный случай. Как я и сказал, Мудзан впитал все сильные стороны клана Убуяшики, это позволяло ему добиваться любых поставленных целей, однако в физическом плане он был ограничен. Не мог свободно передвигаться, постоянно болел и был зависим от других. Весь нарциссизм и извращенство Мудзана должны были показывать именно в его человеческой форме, но увы и ах. Нас перемещают во времени, к врачу Мудзана, который нашел голубую паучью лилию и лекарство, превратившее его в демона. Из этой ситуации нам интересен момент с убийством, это прекрасно показывает, что жизнь для Мудзана не значила ничего и до становления демоном. Тем более она имела еще меньший вес после. Безжалостно зарезав человека, который спас ему жизнь, он встал на путь зла в его безмятежном и беспричинном понимании. Далее у него были заключены 5 браков. Мы не знаем их подробностей, лишь то, что он доводил каждую свою жену до суицида. Скорее всего, с этой мыслью он и вступал в брак. Он игрался, пользовался людьми, а затем доводил их до ручки. Это наслаждение страданиями других, моральный и физический садизм. Но самое отвратительное для нас, нам не объясняется, с чем связана такая злоба. Нет никаких логичных и моральных причин такому поведению. Да, ты был болен в детстве, у тебя были проблемы, но понимая свою ничтожность, эгоизм не развивается. В КРД же все наоборот. От детского желания жить он переходит к другой цели, еще более глобальной, чем выживание – быть бессмертным. Это самая шаблонная мотивация антагонистов – бессмертие ради бессмертия. Однако, судя по самой личности Мудзана, он не хотел жить вечно, точнее это была одна из целей, стоящая скорее на втором его месте. На первом же было обыкновенное эго. Его ранил и ущемлял тот факт, что он может умереть на солнце, что он вообще может умереть. Это бесило его, раздражало. Но еще больше он ненавидел то, что не может получить желаемое, когда до этого всегда получал его, в каком бы состоянии не был, будучи человеком. С другой стороны, вседозволенность окрыляла его. Несокрушимое тело, огромная скорость, сила, красота. Никаких проблем, кроме солнца, конечно же. Для Мудзана весь поток времени — это обычные песчинки, на которые он смотрит сверху вниз, и никто сверху или снизу не может контролировать его или порицать. Ибо Мудзан не верит в карму, ад или рай, бога или дьявола. Никто не наказывает его, он вечно молод и достаточен во всем.
Эта напыщенность так и прет из него, и чтобы вам было приятно, скажу вам малоизвестный факт. В бонусной главе с названием «За рекой Санзу» мы узнаем, что душа Мудзана все-таки попала в ад и была приговорена к Авичи. Это самый глубокий уровень небытия, в нем преступники умирают и возрождаются, жарятся на постоянном огне и подвергаются пыткам. Пребывание в этом аду занимает почти 340 тысяч лет. После душа перерождается. Но что же касается личности Мудзана? Как он рассматривает самого себя и каких принципов придерживается? Он ненавидит изменения. Для него изменения признак слабости. Абсолют же никогда не меняется. И это и есть идеальное положение вещей. К себе он относится как к бедствию, и это крайне интересный ракурс. Альтернативное мнение, которое можно рассмотреть. Мудзан считает всех охотников на демонов поехавшими. Они движимы местью к человеку, который сам про себя говорил, мол, убил сотни или тысячи людей. Но что такое эти ничтожные цифры? В эпоху Хэйян, в которой родился Мудзан, развивалась японская литература и культура. И была 12-летняя война, множество катаклизмов, к обычным людям относились вообще как к скоту. А тут один демон, который за свои сотни лет погубил тысячи людей. Выглядит смехотворно в сравнении с веками истории Японии и ее катаклизмами. Именно с данной точки зрения себя рассматривает сам Мудзинь. Охотники одержимы убийством стихии. Они для него все равно, что ненормальные, которые с автоматом на улицу выйдут и стреляют в воздух с криками «Получай, небо ебаное!». Они не ценят жизнь, которую имеют, в этом и причина. Я ни в коем случае не оправдываю и тем более говорю, что Мудзан прав, а лишь рассказываю вам его мировоззрение более понятным языком в рамках клинка и его позиции в целом. Но в чем же кульминация персонажа? Это достаточно символично, ибо многовековая жизнь Кибуцуджи привела его именно туда, откуда он и начал свой путь. В форме ребенка, который борется за свою жизнь. Пытаясь переродиться, он потерпел неудачу и успех одновременно. Физически его тело исчезло, а вот душа нашла свое спасение в Танжера. Точнее, Мудзан принял мировоззрение Убуяшики, ибо после его смерти сам Мудзан понимал, что не останется ни один демон, он ничего не оставит после себя. Поэтому ему нужно было что-то, что сильнее самой смерти. Ну это, конечно же, чувства, мысли и воспоминания. Возложив все на юнца, он просчитался с выбором, ибо Танжера не был тем человеком, кто смог бы разделить стремление к вечной жизни. Или совершенству, которое несет бессмертие, по мнению Мудзана. Хоть Тазику и оставалось несколько лет, он выбрал прожить их человеком, нежели быть вечно демоном. Последние же слова Мудзана вновь отсылают нас к его образу ребенка, каким он и остался на протяжении сотен лет. Не уходи, не оставляй меня одного. Вот и получается вся мотивация. Он родился ребенком и хотел жить. Он стал взрослым, уже будучи демоном, и просто хотел жить. Он умирал и просто хотел жить и не хотел быть один. Как по мне, Кибуцуджи можно сделать хорошим антагонистом, и нет, ему не нужно добавлять там грустную историю, как у каждого второго демона в клинке. Зло должно быть злом. Именно таким и должен был быть его бэкграунд и действия в действительности. Мудзан обязан был являться точкой ненависти, на которую будут сформированы все зрительские взгляды. И именно тогда, когда историю персонажа раскрыли, действия прописали и обдумали, он бы вызывал хоть какие-то чувства. Ну а пока что, да какой пока что, имеем что есть. С тобой был Рабаши, напоминаю про мои группы ВК и Телеграм, также буду рад оценке видеоролика, ибо чем больше лайков, тем больше видео. Любишь клинок? Ну вот, пожалуйста, покажи насколько. Ну и благодарю шейхов канала, которые поддерживают меня на площадке Бусти. Спасибо и пока, Чумба.